Здравствуйте, девочки! Рада приветствовать вас на канале «Жизнь женщин». Давайте поговорим о том, как принять свой возраст, не бояться старости и жить в свое удовольствие. В чем измеряется возраст? Кажется, ответ очевиден. Возраст измеряется в прожитых годах. Однако, кроме биологического возраста, существует еще и психологический, и они могут абсолютно не совпадать друг с другом. Примечательно, что женщины чаще ассоциируют свой возрастной ценз с уровнем красоты и сексуальности, а мужчины меряют возраст категориями успешности и способностей к росту. Понятно, что никто старости не радуется. Лучше быть молодым и здоровым, конечно, чем старым и больным, но есть хорошее выражение. Всем дается жизнь, но не всем дается старость. Страх старости – это сигнал мозга. Задумайся, живи, начни свой проект, веселись, не оглядывайся, давай вперед и твори полезное, делай то, что давно хотел. Чем активнее ты живешь, тем дольше сохраняешь хорошую форму, работоспособность, возможность делать что-то хорошее для других. И чтобы все это иметь, не нужно бояться старости, надо принимать свой возраст. В этом принятии все люди проходят через несколько этапов. Первый – отрицание. Страхи, нежелание даже упоминать свой возраст, смена цифр в паспорте, молодежная одежда. Мы не хотим признавать правду. Второе – гнев, даже агрессия. Мы видим у себя признаки старения, и нас это дико злит. Седые волосы, морщины, не могу 100 раз отжаться, прыгнуть с 10-метровой вышки, как раньше. Идет агрессия, причем не всегда по отношению к чему-то, но и к кому-то. Торг. Мы уже не злимся, не отрицаем неумолимый ход времени, но пытаемся его перехитрить и обмануть. Делаем пластические операции, омолаживающие процедуры, и многомиллионная индустрия работает на обслуживание этой стадии. Депрессия. Становится понятно, что бы мы ни делали, время все-таки берет свое. Особенно если обращать внимание исключительно на внешние признаки. Но не мудрено, ведь мы боремся с тем, что потеряли, и совсем не ценим то, что приобрели. Пытаемся схватить птицу Феникс за хвост, а она все время ускользает. И, наконец, главный этап, когда мы принимаем свой возраст и спокойно говорим об этом. Да, мне 72 года, и я совершенно спокойно говорю об этом. Сколько я всего в этом возрасте приобрела? Итак, как не бояться старости и принимать появляющиеся изменения? Не возраст делает человека старым и безжизненным. Я знаю многих людей, которые в 16, 27, 30 лет уже были эмоционально и духовно мертвы в своей голове, и это, естественно, сказывалось на их внешности. Другие, кажется, вообще никогда не жили, не делали вдоха полной грудью, не кричали открыто от боли, не смеялись громко от счастья. Все зажато, все подавлено родителями и рамками общества, в котором они живут. А есть другой пример. Близко знакомой мне женщины, которая в 45 начала одеваться и краситься, как 90-летняя старушка, изредка внося элементы, которые должны были ее омолодить, например, белый цвет волос или какой-нибудь декор в виде бабочки, который подходит больше девочки. Но когда ей предлагали одеться по возрасту и стильно, она отмахивалась, ибо, по ее мнению, как раз простые лаконичные вещи делали ее чрезмерно строгой и старой. Боясь принять свой возраст, она не смотрела на себя объективно, упуская время, когда надо было бы заняться своим телом, лицом, питанием, спортом, стилем. Запомните, нельзя омолодить и поддержать себя в 65, если ты не начал это делать в 40, потому что эффект будет не тот. Поэтому первый совет. Рассмотрите себя в зеркало прямо сейчас. Если вы не нравитесь себе, примите эту боль и с этого момента начните заботиться о себе. Дайте себе любви каждой части тела, которая вам не нравится. Особенно сильно не нравится живот. Направьте на него свое внимание и любовь, и с любовью начните о нем заботиться. Вы почувствуете себя лучше. Для того, чтобы хорошо подготовиться к этому новому интересному будущему, можно воспользоваться несколькими универсальными рецептами. Эти рекомендации помогут сохранить радость от жизни и свежесть восприятия вне зависимости от возраста. Не сравнивайте себя частями. Сравнивая себя частями с другими людьми, вы обязательно найдете, где вы хуже.
У кого-то будут ноги красивее и стройнее, у кого-то нос меньше. Так вы проиграете, но важен ваш целый уникальный образ. Вас любят за то, что вы есть внутри, не отдельно за части тела. То, что вы несете в мир своим друзьям, родным, внукам, ну и так далее. Соседка может быть очень красивой, но с ней не будет так хорошо, как с вами, потому что так шутить можете только вы, так душевно только с вами. Стоит в целом оценить себя как набор качеств. Как видят вас люди? Им плохо рядом с вами или хорошо? Плохо потому, что у вас кривые ноги, лишние килограммы и вам 50, или потому, что вы превратились в угрюмого, агрессивного человека, который не говорит ни о чем, кроме своих бед и болезней. Часто важнее оказывается послание, а не посланник. Все временно. Вы зациклены на возрасте и внешности. Не забывайте, все временно. Вам дано это тело не навсегда. Вы просто переносите его из стороны в сторону, как и все блага и деньги. Вы пришли в этот мир голым, нищим человеком. Так и уйдете. Все, что у вас есть, вам не принадлежит. Вы все это взяли на планете. На планете и останутся эти вещи, когда вас не станет. Единственное, что у вас есть, это ваше время, тепло и любовь. Так распорядитесь этим правильно. Не пребывайте в унынии, стараясь сохранить то, что по правилам природы должны проходить свои циклы, стареть и рождаться заново. Дарите время своим близким, себе, миру. Делайте что-то полезное и приятное. По данным ВОЗ, лица, отрицательно воспринимающие свое старение, живут в среднем на 7,5 лет меньше, чем люди с более позитивным настроем. Вывод один. Подружитесь со своими годами. Нравится нам это или нет? Учитесь. Хотите сохранить молодость? Учитесь новому. Новизна будет поддерживать вашу память и внимание. И это тот алгоритм, который заставляет мозг работать и выделять гормоны, как у молодых людей. Потому что учатся в основном в молодости. С возрастом познавательная активность падает. Мы превращаемся в нехочух, которым ничего не нужно, неинтересно, глупо. Хотите не стареть? Получайте новое образование, курсы, мастер-классы. Запишитесь на рисование маслом, акварелью. Изучайте гаджеты, программирование, что мешает сейчас учиться по роликам на YouTube или пойти на курсы, читать статьи. Намного проще торчать в сериалах, конечно, но так вы стареете внутренне и, как следствие, внешне. Займитесь йогой, изучайте генетику. Масса курсов в интернете в свободном доступе. Вот то, что сделает вас моложе, интереснее и востребованнее. Очень важно быть рядом с теми, кому не страшно признаваться в своих слабостях, зато можно разделить успехи. Ведь трудно получать удовольствие от жизни, если рядом нет тех, кто тебе рад. Есть масса примеров, когда женщины стали успешными и знаменитыми после 60 лет. Анна Мэри Мозес. В возрасте 76 лет начала писать картины, а на свой столетний юбилей даже станцевала дигу со своим лечащим доктором. Ингеборга Моц снискала славу игрока на бирже в 70 лет. За 8 лет она смогла заработать более $500 000. Айда Херберт стала инструктором йоги в 76 лет. Занесена в Книгу рекордов Гиннесса в качестве самого взрослого учителя йоги. Дорин Пеши в возрасте 71 года поступила в британскую танцевальную школу и признана самой взрослой английской балериной. Кей Дарси в 69 лет поехала в Лос-Анджелес и поступила в школу актерского мастерства. Мами Рок, или Рут Флауэрс, ее настоящее имя, в 68 лет стала одним из самых модных диджеев ночных клубов и дискотек. Тельма Ривз в 80 лет освоила компьютер и веб-дизайн, создала собственный сайт для тех, кому за, ставший площадкой для общения пенсионеров. Лин Слейтер завела блог о красоте и моде. В свои 68 лет стала иконой стиля, получила статус самой стильной персоны и мгновенно стала популярной. Дорис Лонг в свои 85 решила, что спокойная жизнь не для нее, загорелась альпинизмом и отдалась этому виду спорта целиком и полностью. Дорис Селф, женщина-геймер, рекордсменка по компьютерным играм, и даже в свои 80 она могла обыграть любого молодого геймера.
Хотите перестать бояться старости? Тогда наполните свою жизнь смыслом. Не откладывайте на потом свои мечты, воплощайте их. Больше общайтесь, любите в полную силу, заряжайтесь положительными эмоциями, и тогда страху просто не останется места. Чтобы принять свой возраст, следует искать в нем возможности и тут же их реализовывать. Самое важное– видеть перед собой цели. Эти цели будут скорее не об обыденном и мелочном, а о высоком и прекрасном, о том, что заставляет вас дышать полной грудью и радоваться рассвету. А реализовать эти цели помогут приобретенные с возрастом мудрость суждений и взвешенность поступков. Способность видеть истинную красоту, ценить людей по делам, умение прощать и жалеть других. Поделитесь, пожалуйста, в комментариях, готовы ли вы принять свой возраст. Не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить самое интересное. А я благодарю вас за внимание, лайки, репосты и отзывы. До новых выпусков. Пока-пока.